Всем привет, народ! Сегодня я буду готовить вкусные и сочные чебуреки. В миску просеиваю 500 грамм муки. В муку добавляю половину чайной ложки соли. Вливаю 250 мл кипятка, 2 столовые ложки растительного масла и замешиваю тесто. Сначала ложкой, потому что оно будет горячее, а потом уже можно будет руками. Смотрите, вот такой вот должно получиться эластичное тесто. И, как видите, совсем не липнет к рукам. Теперь я его отправляю в целлофановый пакет и оставляю на 20 минут отдохнуть. Беру 500 грамм свино-говяжьего фарша. В него очень мелко крошу одну луковицу весом примерно 170 грамм. К фаршу я добавляю 1 чайную ложку соли и черного молотого перца. И все очень хорошо вымешиваем. Ну и теперь один из главных ингредиентов, который нужно обязательно добавить в фарш. Смотрите, вот видите, какой фарш по консистенции. Ну а чтобы чебуреки получились прям мега сочные, я добавляю в фарш постепенно холодную воду и вымешиваю. Ну вот, смотрите, я думаю, видно, какой фарш уже получился. Вот теперь чебуреки получатся очень сочными. Ну, я думаю, кто делал хинкали, тот меня поймет. Кстати, по количеству воды не скажу. Все зависит от жирности фарша, от количества. Поэтому, ну, вот, смотрите. Я думаю, вы помните, какой он был и какой стал. Такой вот жиденький. Ну, и теперь можно лепить чебуреки. Тесто полежало, отдохнуло. Вынимаю его с пакета. Еще раз его обомну. Ну и чтобы мне тесто не раскатывать там в длинную колбаску, не резать на кусочки, я воспользуюсь весами. Буду отщипывать кусок теста и примерно где-то каждый кусочек буду делать по 80 грамм. Вот 70 и еще немножко леплю. 82, отлично. Все, леплю вот такие вот колобочки, складываю их на стол и прикрываю полотенцем, чтобы не высыхали. Дальше нужно шарик раскатать в тонкий пласт теста. Теперь на одну сторону вот этой лепешки я выкладываю 1 столовую ложку фарша. Так вот, немножечко его растяну по всей длине. Накрываю второй половиной. Старайтесь выгнать весь воздух из чебурека. Защипляем края, чтобы чебурек не раскрылся во время приготовления. Ну, видите, он у меня получился такой вот неровный. Здесь можно его обрезать либо ножом для пиццы. Кстати, можно и вилкой скрепить, чтобы он не расклеивался. Но у меня есть вот такая вот штука, чтобы красиво обрезать края. Вот, делаем ровненький чебурек. Оп. Ну а вот эти остатки я оставлю. Из них получится еще один чебуречек. Ну вот, из 500 грамм муки у меня получилось 10 чебуреков. Ну и пришло дело готовить чебуреки. Ставлю сковороду на плиту и вливаю растительное масло. Масла должно быть много, чтобы чебуреки были полностью покрыты. Ну, я думаю, где-то на такую сковороду литр точно хватит. Температура масла должна быть примерно где-то 180 градусов, не больше. Смотрим. Вот, 89 градусов. Жду до 170-180 и буду жарить чебуреки. Так, ну вот все, 185 градусов уже показывает. Чуть-чуть сейчас огонь убавлю. Первый пошел. Аккуратненько. Вот. Зашкварчал. Второй пошел. Обжаривать я буду их с двух сторон до золотистого цвета. Фарш к этому времени
уже должен приготовиться. Готовые чебуреки выкладываю на бумажное полотенце, либо на решетку, чтобы избавиться от лишнего масла. Смотрите, просто супер получилось. Ну что, обычно все пробуют, там сок есть ли или нету. Я думаю, все прекрасно видите. Это сочные чебуреки. Всем приятного аппетита, пора затестить. Очень вкусно. На сегодня я с вами хочу попрощаться. Вы смотрели канал Двойная Порция. С вами был Александр. Так что готовьте чебуреки, смотрите мои вкусные видео. Всем пока.